Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Многие уже интересуются, не пора ли собирать тыквы, особенно после нашей темы про дозаривание. У кого-то уже листья посохли, но обычно это после дождей бывает, после туманов. Но мы сегодня ответим на ваши вопросы по поводу того, как определить, все-таки созрели тыквы или нет. Мы живем на юге. И вот на юге у нас вот такое сейчас состояние. Вегетация продолжается, и тыквы продолжают расти. Вот первый признак, когда уже нужно думать, созрели тыквы, собирать или не собирать, это нужно наблюдать листья и плети. Если они пожелтели и высохли, ну это уже первый признак, за которым нужно наблюдать, и тогда уже следить за самими плодами. Кроме того, что плети еще у нас зеленые, вот смотрите, еще важно рассмотреть сами плоды. Казалось бы, вот цвет приобретает такой, как вот он присущ этому сорту, но плодоножка, смотрите, еще зеленая, зеленая. И здесь еще идет питание плода, интенсивно идет питание плода. Сам плод тоже имеет, тоже зеленоватый еще окрас, тоже не подходит. Ну и не буду я портить, можно ногтем тоже прижать или просто палец прижать. В данном случае у нас мы не будем прижимать, потому что бесполезно, уже плод почти находится в состоянии созревания, поэтому он твердый. Вот, пальцем можно еще ногтем что-то сделать, порезать, но не будем это делать. Еще звук. Вот это слышно? Он, видите, он тупой звук, как у арбуза. Вот, тупой. Когда он будет звонкий, вот тогда плод будет зрелый. Вот первый признак – это смотреть на плодоножку. Плодоножка зеленая, плод у нас еще зеленоватый, не полностью окрасился. И он, да, он не мягкий, но его твердость еще не говорит о том, что он готов. Потому что и окраска у нас, и еще время есть для того, чтобы этот плод набирал питательные соки, сахара, для того, чтобы он был сладким, вкусным уже через определенное время. Смотрите, еще один пример, как будто бы уже почти весь приобретает такой цвет оранжевый, красивый. Но снова же плодоножка зеленая, видите? Листья еще зеленые, но и звук, видите, тупой. Он не звонкий. Еще нужно этому плоду набирать питательных веществ и созревать. Да и листья, видите, еще зеленые, побеги зеленые. Они еще работают на то, чтобы плод напитать до созревания нужными питательными веществами. А вот еще одно такое семейство, в которое приписалась дынька, такая маленькая. Вот дыньку мы соберем. Собирай ее. Она даже, нет, целая, да? Там чуть-чуть подпорченная, дыня хорошая. А вот тыквы еще рано собирать. Потому что зеленые снова же плодоножки. Вот они. Видите, еще зеленые, листья еще зеленые. Еще можно оставлять, по крайней мере 2-3 недели можно оставлять для того, чтобы тыквы созрели. Еще два плода. Здесь тоже зеленые листья, только начинают вот листья засыхать. И это, скорее всего, результат грибковых заболеваний. Но все равно уже осенью пахнет и готовится плети к тому, чтобы их плоды полностью созрели и оставить после себя обязательно потомство. Здесь тоже еще плодоножка зеленая, сам плод тоже зеленый, хотя вот он должен быть вот такого цвета. Еще не набирает цвета, еще ему минимум месяц нужно для того, чтобы полностью созреть. Лопнувшего плода тыквы.
Вот, внутри оранжевая. А ну, отрежь кусочек. Сейчас на пробу. Маленький, тоненький кусочек. Еще невкусный, еще терпковатый. Также можно еще определить спелость по спелости семян. Видите, они мягкие еще. Вот. Они, видите, они еще не готовы. Вот они легко. И там вот семечко внутри, как молочко еще. Они еще не готовы к тому, чтобы их собирать, потому что они не созревшие. Вот эти семена, вот они, видите, они молоденькие. Из этих семян уже ничего не вырастет. И когда семена спелые, тогда спелая тыква. Это плод на плети рассадной тыковки. В теплице взошло одно семечко и пересадили его. И вот что мы имеем. Еще зеленая у нас. И смотрите, у нас очень интересная ситуация. Здесь тоже, вот видите, пасынок. И здесь он может тоже расти. Поэтому мы его убираем. Вот. Даже, кстати, очень интересно, да? Есть у этой тыквы усики, которые тоже будут говорить о зрелости. Зеленый у нас получается плодоножка зеленая. И вот есть еще и вот это интересный усик. И он только-только начинает засыхать. Сейчас я его увеличу, чтобы видно было. Чтобы видно хорошо было. Вот видите, вот он усик. Вот такая интересная история. Вот он, такой красавец. Но еще зеленый. Довольно-таки большой. На этом мы завершаем наше видео. Его подготовили, как всегда, Раиса Греченко и Александр Волик. Мира вам и добра, а также хорошего урожая тыквы и других овощных растений. Прощаемся с вами. Всего-навсего до следующего видео. Пока-пока.